Всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт тирамису. Коржи я буду выпекать сама. Все ингредиенты я, как всегда, оставлю под видео. Для бисквитного теста нам понадобится 150 грамм муки, 125 грамм сахара, 5 столовых ложек холодной воды, 8 грамм ванилина и 5 яиц. Для пропитки коржей нам понадобится примерно 300 грамм кофе заваренного. И для крема нам понадобится 500 грамм маскарпоне, 400 грамм сливок, 100 грамм сахара, 3 яйца, 2 пачки загустителя для сливок, в одной пачке 8 грамм и какао-порошок горький. Застилаем противень бумагой, чтобы нам потом не терять на это время. Потому что бисквитное тесто сразу надо убирать в духовку и выпекать. Добавляем 5 яиц в нашу чашку. Желтки и белки все вместе. Теперь добавляем туда холодную воду. Смешиваем ванилин с сахаром. И постепенно, когда будет взбиваться яйца, добавляем сахар. Вся масса увеличилась в объеме. Теперь туда просеиваем в 3 этапа муку. И аккуратно все замешиваем силиконовой лопаткой. Все аккуратно и хорошо промешивать, потому что мука уходит на дно и там остается, если ее нехорошо вмешать в тесто. Потом получаются такие комочки после выпечки. Мука хорошо замесилась, я больше не вижу. Добавляем второй раз муку. Сыпем в 3-й этап муку. Теперь тесто выливаем в противень, который мы подготовили и застелили пергаментной бумагой. Распределяем тесто аккуратно на весь противень. Убираем тесто в заранее разогретую духовку на 175 градусов примерно 10-15 минут. Мой бисквит выпекался 13 минут, он уже хорошо остыл. Теперь его отсоединяем от пергаментной бумаги и выкладываем на полотенце. Такое получилось бисквитное тесто. Теперь мы приготавливаем крем и собираем все коржи.
Сначала взбиваем сливки. Сливки должны быть холодные, прям с холодильника. Сначала взбиваем сливки на низкой скорости и потом скорость ставим на быструю. Сливки взбились немного и теперь туда добавляем загуститель для сливок. Я вижу, у меня там не до конца замешался загуститель, он прилип так на стенки. И теперь добавлю примерно половину сахара. Когда сливки начали немного так густеть, я теперь добавляю туда маскарпоне. Мне тоже нравится есть этот маскарпоне ложкой. Они такие жирненькие. Жирненькие, густые сливки. Напишите в комментарии, вам нравится маскарпоне есть ложкой. Теперь все взбиваем до однородной массы. Получилась такая довольно плотная, густая масса. Долго нельзя взбивать маскарпоне, когда вы добавили к сливкам, потому что если будете очень долго взбивать, можете это все перебить, и у вас будет масло. Я мешала на моем миксере примерно 30 секунд. А то бы оно у меня пошло бы все комками и ничего не получилось бы. Такая вот должна получиться масса. Убираем половину массы в кондитерский мешок, чтобы сделать потом такие красивые шарики. Насадка у меня вот такая вот толстая, с большим отверстием. И теперь убираем эту массу половина в кондитерский мешок. Добавляем 3 яйца в чашку. Половину сахара, который мы взяли для маскарпоне и сливок. И всю эту массу взбиваем до побеления и увеличения массы. Три яйца с сахаром хорошо взбились, и получилась вот такая вот плотная, густая пена. Сейчас я ее буду соединять и расскажу дальше, что мы будем делать. Добавляем вот это вот маскарпоне, который мы взбили со сливками, к яйцам.
тоже готово. Теперь вырезаем коржи в размер, какой вам надо для вашей формы. У меня такая железная, которую можно делать больше, меньше. И размер этой формы я вам тоже оставлю под видео. Так, один корж будет примерно так, а другой вот сюда. Надавливаем и прорезаем ножиком. Здесь немного остается теста, которое вы можете попробовать. Я сейчас попробую. Крем получился очень воздушный, очень вкусный. Выкладываем первый корж в форму. С одной стороны я заклею форму, чтобы у меня все не поехало, если форма не будет держать. Я заранее заварила кофе. Здесь примерно 300 грамм. И теперь пропитываю коржи кофе. Кофе должно быть холодным. Теперь туда добавляем примерно половину этого крема. Равномерно распределяем наш крем на коржу. И наверх выкладываем второй корж. И также пропитываем второй корж кофе. Остался глоток кофе. Я его не буду туда выливать, чтобы он не промок, потому что у нас еще будет крем. И также распределяем остаток крема на втором коржу. Сейчас будем отсаживать такие вот полушарики. У меня еще остался немного крем. Но это лучше, чтобы чуть-чуть остался, чем не хватил. Убираем тирамису на 2-3 часа в холодильник. Или лучше на один вечер, чтобы он хорошо застыл и пропитался. И будем пробовать уже завтра. Тирамису хорошо охладился и пропитался в холодильнике. Теперь посыпаем его какао. У меня какао-порошок горький.
Теперь ножиком убираем, отсоединяем вот здесь вот эти края. Убираем форму. Я еще раз пройдусь по краю какао-порошком, потому что когда отсоединялась, остались белые места, чтобы их как засыпать порошком. Тирамису получился красивым и замечательным. Наступил момент пробовать наш тирамису. Он получился воздушным. Он получился очень нежным, очень воздушным. Такой холодный тортик, который освежает летом. Чувствуется хорошо. Кофе. Кто любит кофе. Бесподобный торт. Я всем советую попробовать этот десерт. И до скорых встреч на моем канале.